Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по оплетке маленького стеклянного флакончика медной проволокой на зажимном приспособлении для моделирования проволоки аналоги Вик-Джик техники от Владимира Дзюбы. Ссылка на его канал в описании под видео. Я использовала стеклянный флакончик от медикаментов высотой 5 см, диаметром 1,5 см. Так как размер доски небольшой, то невозможно установить на ней полную схему, поэтому нам придется изготавливать фрагменты, переставляя штырьки в другие позиции. Устанавливаем штырьки в заданном порядке. Используем проволоку 0,8 мм. Оставляем конец 8 см и начинаем обкручивать штырьки. Обратите внимание, что не все дополнительные штырьки нижнего ряда мы обкручиваем. Они понадобятся нам в дальнейшей работе. Снимаем заготовку. Последние 2 петли нанизываем на первые 2 штырька и продолжаем обкручивать штырьки в заданном порядке. Делаем открытую петлю и обкручиваем штырек верхнего ряда. Снимаем заготовку. Снимаем первый штырек и устанавливаем его в конце сплошного ряда штырьков. Нижний дополнительный штырек передвигаем вправо на одну позицию. Нанизываем последнюю петлю заготовки на первый штырек и продолжаем обкручивать штырьки. Снимаем заготовку и возвращаем штырьки в исходную позицию. Нанизываем 2 последние петли заготовки на 2 первых штырька и передвигаем 2 дополнительных штырька нижнего ряда на одну позицию вправо. Делаем открытую петлю и обкручиваем штырек верхнего ряда. Снимаем заготовку. Таким образом мы сплели половину оплетки. Теперь осталось повторить весь процесс снова. Я размышляю о том, как можно успокоиться в таком беспокойном мире. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Апостол Павел написал в своем послании: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие». Царь Давид восклицал: «Только в Боге успокаивается душа моя,
От Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Совмещаем петли, зажимаем вторую пару петель, а первую пару перекручиваем на 360 градусов. Таким же образом перекручиваем все пары петель заготовки. Три открытых петли на концах оплетки перекручиваем 3 раза на 180 градусов. Заготовку слегка выравниваем на наковальне и изгибаем по форме флакона. Оплетку тщательно обжимаем. Петли можно прижимать, вставив внутрь круглогубцы. Делаем скрутку двух концов 3 раза на 180 градусов. Из правого конца формируем петлю. Левым концом обкручиваем горлышко флакона. Оба конца обкручиваем вокруг скрутки у основания петли и откусываем лишнюю проволоку. Верхние петли закручиваем вниз. Очень хорошо укладывается оплетка, если ее слегка обстучать деревянной палкой или деревянным черенком от молотка. Делаем чернение парами аммиака. Как делать чернение, смотрите подсказку. Шлифуем оплетку войлочным диском с использованием полироли. Промываем в мыльном растворе. Осталось декорировать пробку флакончика. Для этого срезаем широкую часть пробки. Протыкаем пробку пином со шляпкой. Смазываем поверхность пробки клеем и нанизываем на пин шапочку и медную бусинку. Сверху делаем маленькую петельку. Дорогие друзья, если вам понравился мастер-класс и видео было для вас полезно, не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Мне будет очень приятно. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч!